Все, запись пошла, да, тебя слышно хорошо. Всем привет еще раз. Я хотела рассказать вообще, откуда родилась эта тема, с чего начался такой эфир. Э, Как Привет. это... Клуб, привет, да. Клуб анонимных депрессивных личностей. Тема и вообще идея родилась с того, что я тут недавно поняла, на этой неделе, в общем-то, что, кажись, я нахожусь в каком-то таком немножко депрессивном состоянии, которого давно не было. То есть состояние некого, эм, можно назвать, наверное, это выгорание, можно назвать, короче, депресняк. Вот. И возник он, конечно, неспроста. Проблемы накапливались, ну, там какие-то ситуации накапливались, и вот они как бы в итоге выплеснулись, ну, и вытянули в такую ситуацию, что ну что, как бы у меня упадок сил и депресняк. Вот. Говорю с такой улыбкой, потому что это, видимо, какое-то сопротивление там, да, или защитная реакция организма. Вот. Значит, причина такой ситуации, да, в том, что, во-первых, есть понимание того, что, ну, в моем случае, да, я о себе, нет никакой-то стабильности, нет такого понятия, как дом. Уже вот 2,5 года я переезжала из одной страны в другую, и вот это вот, получается, эм, какое-то подменное понятие дома, да, когда ты на каком-то вот таком, ничего нет более временное, когда ты себе не разрешаешь временное жилье воспринимать мозгу типа как дом. То есть вот я живу, например, там жила в Турции, была у меня квартира, и я все время думала, ну я же отсюда уеду, я не буду себе ничего позволять, там ничего покупать лишнего, я же отсюда уеду, я там не буду, что я буду лишнюю чашку покупать, короче. Вот у меня есть там одна чашка, вторая мне не нужна. То есть минимум для комфорта, не было никакой опоры. Потом тоже надо как бы отметить, да, у меня там завелись какие-то отношения, э, и я начала воспринимать, и мы начали жить совместно, и я начала воспринимать где-то в голове, да, там типа дом человека как свой дом. Потом уехала в Германию, все, там принято было решение переезжать, уехала в Германию, и там тоже такая же история. То есть то жилье, которое у меня там есть, я все время себе говорю, да нет, это временное, вот это временное. И вот это постоянное повторение для себя, что это временное, привело к тому, что в какой-то момент, когда, то есть слишком мало, я создала для себя опор. Я сейчас это понимаю, что когда рухнула одна опора, да, вот я лишилась там сейчас какого-то так называемого дома, а, я, короче, как дом на сваях, покосилась, короче, в одну сторону, что вызвало вот это депрессивное такое состояние. У меня как-то с детства есть такая привычка, да, себя за какие-то вот такие депрессивные состояния ругать. Я не знаю, кому-то это откликается или нет, что вот когда ты типа в депрессняке, ты такой типа, вот эти фразы там всякие «соберись, тряпка», да что ты типа там раскисла. Хотя я уже много лет в терапии, и я знаю, что нужно разрешать себе иногда прокрастинировать, иногда разрешать себе отдыхать. То есть это совершенно нормально сказать себе там, вот, то есть, как мы говорили в прошлом эфире, да, что когда ты не выделяешь себе время на отдых, оно начинает заполняться вот этими мусорными делами. То есть я понимаю, что нужно прям разрешать себе выдыхать и отдыхать, но все равно вот это вот скрипт с детства, он берет верх. И ты такой, да нет, я должен... И ты вот из состояния отсутствия ресурса, из состояния полного вот ну, как бы полного нежелания ты заставляешь себя, потому что, опять же, фраза нет такого слова «не хочу», есть слово «надо», ты типа «надо». И в итоге это приводит, ну вот меня привело вот в такую депрессию. То есть я понимаю, что я вообще не понимаю, зачем я типа там утром просыпаюсь. То есть я как человек каждое утро встающий в 6 утра, я просыпаюсь как раньше в 6 утра, я встаю, похожу по дому,
потом возвращаюсь в кровать обратно и не хочу вставать. Вот. Для меня это такой показатель депрессии. Вот. Ну, в общем, поэтому я решила собрать этот эфир, потому что я подумала, что, возможно, мои какие-то скрипты или какие-то мои состояния кому-то тоже откликаются. Вот, ребят, как у вас? Поделитесь, кто здесь с нами. Да, это очень откликается, очень сильно откликается. Состояние очень понятное твое. Могу сказать, что несмотря на то, что я каждый раз себя пытаюсь поднять, потому что есть какие-то цели, тем более есть ребенок там и все такое прочее, да, есть мотивация какая-то, но все равно каждый раз ты думаешь об одном и том же, что надо, понимаешь, не потому что хочу, а потому что надо. Вот, кстати, это тоже интересный вопрос, да? Когда у тебя есть ребенок, да, и у тебя нет какой-то поддержки там в виде супруга, да, м, и вот ты в таком состоянии, что делать, как тоже с этим, да, как справляться с этим? Ну как, не так Володя, что как ты справляться. поделишься с точки Это зрения? вопрос. Нет, я про это и говорю, что как бы ты справляешься, потому что надо, не потому что есть какая-то поддержка. У тебя поддержки, в принципе, нет никакой. Как бы, ну, ты должен, потому что ты ребенок, ты больше заботишься о нем, ты мотивируешь себя, там, слушая лучших педагогов, например, там, Диму Зицера, наверняка вы знаете, что это такой, ну, может быть. Судя по реакции, нет, извините. Это хороший очень учитель. Раньше у него была школа «Апельсин» в России, он потом сейчас уехал отсюда, естественно. Вот. И иногда вот просто его слушаю, и как бы я подпитываюсь вот им, например, в общении с ребенком, чтобы это было адекватное общение, чтобы не было ничего лишнего сделано в его адрес, да, никаких, чтобы у него проблем психологических в дальнейшем не было, но все равно там рано или поздно наступает такая ситуация, когда ты вроде как бы стремишься сделать лучшее, но эмоции переполняют, и ты можешь сделать что-то не так. Потом начинаешь себя корить. Конечно, это тоже выводит в депрессию. Это вот, это именно состояние как бы бесподдержное, которое без поддержки находящееся. Ну вот, может быть, есть какие-то, например, методы, когда ты вот в такой ситуации находишься, как можно себя поддержать, как можно восполнить этот ресурс? То есть, может быть, есть какие-то вещи, которые, вот помимо просмотра этих видео, да, которые тебя наполняют, да, то есть, там, например, мне очень помогает прогулка. Вот я когда хожу пешком, я очень люблю ходить пешком и гулять, прям очень люблю. Вот. Мой рекорд 35 тысяч шагов по Москве. У меня 65. Вот. Вот, то есть я прям беру и иду. Вот я иду, и за счет, видимо, механики разгоняется там, не знаю, серотонин в организме, во-первых, настроение немножко поднимается, а во-вторых, есть возможность как-то выдохнуть, подумать. Может быть, можно давать себе какой-то такой выход. То есть, например, когда ты отдаешь ребенка бабушке, не в это время не заниматься домашними делами, а прям давать себе выходной. Это мое Ну, предположение. Возможно, нет, это... я просто, когда отдаю ребенка бабушку, я работаю в это время. И у меня нет такой возможности. У меня бывает возможность иногда, там, допустим, когда я ребенка в школу отвожу, если меня не ограничили тем, что там кто-то вышел на больничный и прочее, я могу вернуться обратно домой пешком. У нас школа находится далеко достаточно от нашего дома в рамках нашего города. Обратно я, да, возвращаюсь пешком. То есть, соответственно, я в этот момент просто на самом деле пытаюсь абстрагироваться максимально и представить, что я вот просто вот в каком-то, условно говоря, космосе, ну, условном, да, в вакууме каком-то, чтобы никакая мысль не могла проникнуть в голову. Вот это, да, это я делаю. Ну вот, как бы, может быть, попробовать делать это как-то чаще. Ну, если, опять же, повторюсь, если нет больничных каких-то проблем с работой, то да, я могу этим воспользоваться. Но я тоже зависима от обстоятельств некоторых. Мальчишки, девчонки, может, еще кто-то хочет поделиться? У нас на самом деле гость сегодня есть. Наталья, она уже к нам пришла. Мы ее ждали. Может быть, присоединишься к нам?
Наталья, Да, включили микрофон. Привет. привет. Наташа очень прикольный Привет. человек. У нее блог называется «У меня депрессия, потому что у меня нет котика». Вот. Я подумала, что прям тема, во-первых, откликается, во-вторых, блог откликается. Вот. И она задала его тоже неспроста. Вот. Она сейчас, может быть, нам расскажет. Наташа, расскажи, как вообще родилась идея, и как тебе наша тема сегодняшняя? Поделись с нами. Ну, тема очень близкая. Вот, кстати, можно я прокомментирую? Алена, да, рассказывала. Просто не видно человека. Ирина. Рассказывала про Ирина, пардон. Мне не видно имени там внизу. А, вот разовые акции, когда от ребенка, ну, как это назовешь, отдыхаешь, да, они не работают. Вот вообще не работают. Сразу говорю. То есть нужно постоянно себе планировать время для себя, вот чтобы отдохнуть от ребенка, чтобы как-то вот именно отвлечься и посвятить время себе. Но это тоже не всегда работает, потому что этого мало. То есть нужен прям вот периодически, не знаю, там отдых в неделю, там, или, не знаю, там, несколько дней подряд, чтобы ну, вернуться в какой-то нормальный, потому что это очень сложно. Ну, плюс еще дети разные бывают, и количество их тоже разное. Вот. Ну, у кого-то двое, трое. Я прекрасно понимаю, что это очень тяжело, а одному человеку это, ну, вырастить ребенка тоже тяжело. Вот. По поводу канала, ну, да, у меня диагностирована депрессия. Мы диагностировали как легкую депрессию, но, кажется, я уже осенью пришла к психиатру со средней тяжестью. Вот. Мы переехали 2 года назад, ну, уже чуть больше 2 лет назад, в Турцию с ребенком. Ребенку тогда было 3,5 года. Вот, это была не запланированная, скажем так, эмиграция наша, вынужденная, и она была такая немножко внезапная. Соответственно, психика и моя, и мужа, она мобилизовалась, да, представляем вот это состояние. Там, в Турции, так как Наташа там была, она представляет примерно, каково это легализоваться, то есть это нужно пройти несколько кругов ада с покупкой квартиры, да, то есть чтобы мы здесь остались, мы, естественно, купили квартиру, вот, то есть по имуществу получаем ВНЖ, и отдать ребенка в сад, найти еще сад, да, нужно, то есть подготовить все документы, организовать заново быт. А учитывая то, что мы там одну квартиру купили, потом ее продали и купили другую побольше, потому что мы не знали о том, что как бы они совсем маленькие бывают. Вот. То есть это тоже наложило такой отпечаток. То есть вот эти вот бюрократические дела, садик, адаптация наша, адаптация ребенка, да даже элементарно, не знаю, адаптироваться к продуктам новым тоже нужно время и силы. Вот. И, ну и плюс работа. И у меня, и у мужа работа онлайн. Я работаю в этой компании. То есть, ну, тогда еще просто лидом, тимлид, да, переводит на русский. То есть, как бы менеджер команды. Вот. И потом уже, когда стала руководителем, то есть, ну, перешла как на руководящую позицию, то есть это еще больше ответственности, плюс у меня ребенок, плюс у него там свои кризисы, у меня свои кризисы, и, видимо, психика, она уже такая говорит, ну, типа, Наташ, ну, кажется, too much. И уже очень тяжело было, на самом деле, все это выдерживать. Видимо, у меня потихоньку там сначала эмоциональное выгорание год назад случилось, потом она перешла в депрессию. То есть я, на самом деле, этого даже не заметила. То есть я особо и не понимала, что у меня депрессия. Думаю, ну, устала. Тут же еще каникулы бывают, мы работаем в каникулы. Ну, у детей в садах каникулы, да. Это такая странная реальность, то есть непривычная для стран СНГ. Здесь вот сейчас начались каникулы зимние, 2 недели, там весной. Вот, ну, как в школе, у меня тоже есть. Вот. И, естественно, мы работали с ребенком. То есть это очень тяжело. У меня, помню, на некоторых созвонах, встречах я сидела с коллегой, и мне просто подбегал ребенок и шариком по башке фигачил. То есть это такое нужно, сколько нервов и сил, чтобы выдержать. Но как-то выдерживали. То есть для нас это было нормально. И, видимо, в какой-то вот момент мне стало очень плохо.
Мы поехали в отпуск в апреле, вот как раз каникулы. Я взяла отпуск, в отель поехали. И я заметила, что я просто лежу овощем. То есть мне ничего не надо. То есть я человек, у которого куча идей, что-то всегда мне нужно по жизни, а тут мне ничего не надо, я ничего не хочу. Вот. И я приехала тогда из отеля очень уставшей, нифига не отдохнувшей, хотя я вроде что, вот лежала пластом. Я просто уходила в комнату, знаете, где это после массажа людей приводят, они типа лежат такие расслабленные, я туда уходила, что меня никто не трогал, и поспать. Вот. И вот приехала уставшая и привезла еще с собой, у меня сыпь пошла по рукам, то есть вот прям а-ля дисбактериоз, не знаю, вот что-то наподобие того, но вот прям очень болели руки, то есть вот я думала на еду аллергия, но нифига. То есть я обратилась, у меня вот подруга эндокринолог, она посмотрела анализы, да, там витаминки прописала, что попить, но как бы говорит, что, скорее всего, очень похоже на психологическое что-то, говорит, что-то с головой. Говорит, иди это к психологу. Пошла к нутрициологу, говорю, сделай что-нибудь, я не могу вообще ничего есть нормально, у меня все чешется. Заполнила 3 часа, сидела, заполняла кучу ее анкет, и она меня даже на консультацию не взяла, сказала, типа, давай, иди к мозгоправу, ну, к психотерапевту, говорит, это все у тебя там, вот сначала с ним поработай, а потом ко мне иди. Я, ну ладно, взяла консультацию своего психолога, то есть я 5 лет в терапии, может, больше даже. Вот. Ну, и постоянно, то есть по необходимости. И все, вот я ей рассказываю, она такая, ну, у тебя депрессия. Такая, ну, сфигали. Вот, то есть такое, знаете, даже было отрицание, что ну, откуда у меня депрессия, все вроде, ну, вот. Я даже как не думала, что у меня она может быть. Вот, я такая, ну, ладно, окей. Месяц я, наверное, думала, ко мне приехала как раз подруга из Польши, ну, коллега приезжала, подруга вот из Польши, и оказалось, они обе на колесах, то есть они обе на антидепрессантах, как-то выживают. И вот я помню, подруга, она просто на меня смотрит, и ее первая фраза была, у тебя все ли хорошо? Ну, в порядке ли ты? Я такая, ну, не очень. Да, еще, кстати, очень важный момент, наверное, добивает в эмиграции то, что чувство одиночества. Оно вот тоже, наверное, тогда очень сильно накрыло. То есть, знаете, вот элементарно не с кем сходить попить кофе. Вот вплоть до такого. И даже не то, что не с кем, не хочется. Вот, смотришь, там, я не хочу слушать там о проблемах в семье других людей, ну вот вообще не хочу. А, они все рассказывают. И такой, блин, ну невозможно же. Ребята, ну давайте там об искусстве поговорим, о чем-то еще. А люди, ну, то есть им не хочется. То есть у них другие интересы. Ты не можешь найти человека по своим интересам. И такой, блин, тяжело. И это тоже накрывает. Плюс очень много людей ведь уехало. Сколько уже, год назад, по-моему, да, Наташа, или 1,5 года назад, вот как-то массово там всем стали отказывать, и все уезжали. Я вот не помню точно этот период. И вот просто одни уехали, вторые, третьи. То есть ты заводишь как бы близкое, да, как это, ну, дружеские отношения с кем-то, вкладываешь в это все равно тоже свои силы, да, это все-таки тоже отношения, в них нужно вкладываться. А человек уезжает, там другой уехал, третий уехал. И нужно снова где-то брать эти силы, чтобы идти и, ну, банально как бы не звучало, дружить, искать близких людей опять. И это тоже выматывает. Я вот помню, что когда подруга приехала, мне прям так на мгновение стало легко в том плане, что я смогла с кем-то поговорить. Но все равно я была нервная. Я уже даже, если честно, я смутно помню вообще, что я делала. Я очень хорошо помню, что ключевым моментом было, когда я... Причем я в это время не была в терапии, то есть я не пошла. Я не знаю, почему. Ну, то есть, вы знаете, наверное, мне было просто... Не было сил. Я понимала, что, ну, как бы, работа с психологом, я знаю, что психотерапевтом это нужны силы для этого, а у меня их не было. То есть вот у меня работа, быт, ребенок, и вот я понимаю, что я не готова еще вот к психологу идти, с ним работать. Но когда вот подруга уехала, я не помню вообще, что случилось, но меня прям вот... Я шла в аптеку за продолжение витаминок, и меня прям трясло. Вот реально трясло. Вот прям физически. И я помню, пришла в аптеку, ну, говорю, что мне надо, мне там
спрашивает, это все ли мне хорошо, ну, как фармацевт или кто, тетечка. Я такой, да, да. И я выхожу из аптеки и пишу психологу, говорю, давай, я готова на все, давай работать. И меня вот психолог, она такая говорит, вот, у меня, ну, у нее там тоже была депрессия, она говорит, можно выйти без таблеток, давай попробуем каждую неделю встречаться. Я говорю, ну, просто давай, я говорю, давай, делай, что хочешь, я на все готова. Так встречались, и, в принципе, нашего общения хватало мне, наверное, дня на 3. То есть я дня 2-3 могла чувствовать себя такой бодрой, я люблю жизнь, вот что-то делаю, да. А потом все обратно скатывалось. Вот я сижу, такая, я не могу работать, я не могу начать работать. То есть вот я сижу целый час, собираюсь с тем, чтобы вот просто открыть задачи. Еще, кстати, вот очень тяжело было, я как руководитель, то есть я провожу встречи с командой, ну, вот 1 на 1, да, и мне важно поддерживать, как сказать, эмоциональный контакт, ну, с каждым членом команды. И, естественно, у людей бывают разные ситуации, они об этом рассказывают, да, я, естественно, ну, должна понимать их нагрузку, то есть это тоже очень важно. И вот я, например, сижу, я могу внезапно заплакать, вот просто заплакать на ровном месте, а потом такая, ой, через 2 минуты созвон, слезки вытерла такая, вроде не красные глаза, и такая с улыбочкой, ну, привет. Вот, то есть, ну, эмоциональных сил на себя, да, естественно, все меньше и меньше. Это очень тяжело, капец. И я даже помню, у меня вот было нарушение цикла, ну, вот если по женской части, то есть это тоже один, кстати, из показателей вот, депрессии, она уже все на физическом уровне ощущается. То есть не только там в голове я устал или еще что-то, а вот уже прям такие физические сильные проявления. В общем, пробовали мы с психологом так заниматься. По-моему, даже меня хватило на 2 недели. Я ездила в Россию, мы с ней очно встречались. И на последней нашей встрече я уже просто сидела, она меня там пыталась взбодрить. Я не помню, как называется этот метод, когда вот пытаются уже повлиять на человека. И мне это вообще никак не помогло. Я уже так сидела, думаю, блин, что ты мне говоришь? Нафига ты мне это говоришь? Вот, и я пошла искать нового психолога, попала в психоаналитику. Она тоже говорит, давай без таблеток, все будет ок. Мгм. А я сижу уже, был сентябрь, мне все, мне плохо, я понимаю, я себя не контролирую. То есть я на домашних срываюсь, ну, у меня ребенок прям боится меня. Ну, я понимаю, но я кричу, естественно, да, там, ничего, кричу. Вот, и я не могу не работать. И у меня были дни даже, я реально вот лежу, там, я не хочу зубы чистить, я не хочу голову мыть, я там могла неделю не мыть голову реально. Ну, почти неделю. То есть вот я хожу, мне голова чешется, такая, я не хочу. То есть я иду в душ, да, я стою в душе, но голову помыть вот не хочу прям вот вообще. И ты не понимаешь, почему. Ну вот ты уже пошел в душ, помой голову. Ну вот не хочу, лень. И готовить не могла, там, сделать выбор. Даже вот я прихожу в магазин, такая смотрю, витрина. Такая, а что я хочу? А я не знаю, что хочу. Да ничего я не хочу. Ну вот вроде надо хлеб, молоко, там, купаю вот что по списку, и все. То есть без списка, если я пойду в магазин, то есть это я уйду ни с чем реально. Вот. И я в сентябре обратилась к психиатру, выписали мне волшебные колесики. Вот, и стала... Ну, поначалу, конечно, привыкать, недели 2-3 сильно не ощущалось, ну, их влияние. А потом у меня внезапно прошла спина, фоновая боль в спине. Прикиньте, как классно, всю жизнь живешь такое. Это вот как сделать операцию на глаза. Вот я делаю операцию зрения. Такой, опа, я вижу. И тут тоже такой, опа, спина не болит. А что, так можно было? И потом, в общем, оказалось, уже мы с психиатром поговорили, что у меня под депрессией оказалось генеративно-тревожное расстройство. То есть я уже не депрессию лечу, а расстройство тревожное. Вот. Которая со мной давно-давно, почти всю жизнь. И социальная тревожность, оказывается, у меня была. То есть вот то, что я не могла с людьми общаться и не хотела. Вот это все оттуда. И сейчас я в терапии, получается, на таблетках, ну, на антидепрессантах, и с психиатром
ой, вот с психологом, в принципе, чувствую себя хорошо в целом. То есть, когда я чувствую, что бывает состояние не ок, то могу быстро выровнять это состояние. Вот. Но, опять же, так не всегда бывает. Иногда все-таки с психологом мы прорабатываем много. И вот канал я создала, не помню, как-то случайно, наверное, эта мысль возникла. Хотя, на самом деле, давно хотела делиться своими мыслями. Но вот, видимо, это социальная тревожность, страх, что осудят, страх, что там, плохие мнения будут, и как-то с ними надо справляться, это вот он был. И, видимо, таблетки, они как-то заглушили этот страх. И вот я пишу как раз вот свою историю там описываю историю самой миграции, как там жить, каково это жить, каково это приезжать с ребенком. Потому что не всегда вот все так легко и просто, как рассказывают. То есть многие люди думают, что ну, вы живете около моря, вы каждый день ходите на море, там горы, у вас должно быть хорошее настроение. Ну, нифига. У нас очень часто, мы на море там бываем раз в 2 недели, дай бог. То есть Да, это, кстати, море в основном смотришь из окна. Доезжать до если моря, оно еще особенно видно когда из живешь. окна. Да, если оно еще видно из окна, у многих оно, ну, у нас вот маленький кусочек, и то вот не все время с напора, там чуть-чуть видно. Но это, конечно, когда ты приезжаешь в отпуск, это одни ощущения, там, или даже на месяц в отпуск, или в гости. А когда ты здесь живешь, и нужно там разобраться, как платить за квартиру, там, вот сейчас у нас электричество отключили, да, то есть иметь план «Б», чтобы работать, если отключат электричество или внезапно воду. То есть это тоже такие, ну, вроде не сильно стрессовые моменты, но они такие небольшие стрессовые моменты, я бы сказала. Ну, с ними тоже надо Слушай, скажи, справляться. пожалуйста, а вот этот вот телеграм-канал, он тебе как-то помогает? То есть вот ты туда какие-то свои истории рассказываешь, да, получается, отчасти эмоции какие-то туда выплескиваешь, и это как-то помогает тебе, то есть держит тебя, поддерживает, скажем так, да, может быть, немножко, или как это работает, ну, в твоем случае? Да, это в первую очередь и поддержка. Я иногда пишу прям посты, например, вот меня выбесил, ну, вот все выбесило. Я прям напишу пост и говорю, давайте открываем портал в нытье. И реально приходят, ну, в основном, конечно, мои знакомые, да. Но, кстати, вот и незнакомые подписываются, тоже пишут какие-то свои иногда эмоциональные вещи, то есть и это, я считаю, круто. То есть я даже, знаешь, канал, когда создавала, он больше был, ну, во-первых, да, как моя терапия, такая вот, да, нужно высказаться, как место, где можно поговорить, ну, поныть, если говорить проще, да, вот, мне херово, ну, мало кто говорит, когда ему херово, да, там в соцсетях, а тут ты легально можешь вот что-то рассказать. Вот. Но если обратишь внимание, вот залезешь в комментарии, там реально, ну, многие пишут об этом. Вот, ну, чаще всего, конечно, люди, которые тоже были, ну, или находятся в эмиграции, кто-то, вот, например, вернулись на родину, ну, по разным причинам на самом деле. Вот, и это такое, наверное, больше поддерживающее пространство. Ну и да, мне легче, на самом деле, мне еще легче, когда, ну, я же много пишу как бы, по работе, да, во-первых, я могу писать, я технический писатель, то есть я могу писать не в рамках чего-то, вот, и это очень круто, то есть мне это легче, такое, наверное, отдушина небольшая моя, вот, и второй момент, я просто куда-то выплесну все свои мысли, то есть вот у меня есть багаж какой-то в голове, да, вот у тебя есть какие-то знания, они хранятся у тебя, и пока ты их куда-то вот не положишь, не зафиксируешь, они так и будут храниться, иногда вот всплывать такими флешбэками, а я их туда вот сохраню, и мне легче. То есть вот как будто голова легче становится, в ней информация легче остается. Наталья, можно вопрос? Мгм. Я услышала, что ты вместе с семьей, то есть с детьми, приехала туда, да? А как вообще, в принципе, организация у вас случилась с образованием в дальнейшем?
Но у меня ребенок маленький. Кстати, Маленький еще хорошо. пока, да? Да, у меня один сын. Мы когда переехали, ему было 3,5 года. Мы его отдали в частный сад. Он при колледже. Ну, на самом деле, у нас всего 4, по-моему, на тот момент было частных сада. А если у тебя нет ВНЖ в Турции, то ты можешь, ну, как бы ребенка дать только в частный сад или частную школу. Потом можно в государственную, муниципальную отдать, когда получаешь ВНЖ. Вот. Но мы не стали его переводить. То есть он вроде привык. Он такой эмоциональный парень, непростой, скажем так, по характеру. Вот. И в целом его адаптация была сначала легкой, потом, когда русские все разъехались, ну, русскоговорящие ребята, вот стало ему тяжело, видимо. Но вот он язык выучил вроде, сколько, за 2 года. Я замечаю, что они даже вот со своим, ну, у него остался один в саду, вот у них в группе русскоговорящий еще мальчик, его друг, они иногда даже вот между собой, когда сидят, начинают говорить на турецком. Это очень интересно наблюдать за детьми. Прикольно. Он, например, вчера я ходила в торговый центр, и открылся достижение нашей деревеньки, торговый центр. И главное, там есть игровая комната. Вот я пошла за покупками, вот, и мне надо было, ну, естественно, ребенка оставляю в игровой комнате на целый час. Вот, и я возвращаюсь за ним, а он спокойно сидит такой, ну, с удовольствием смотрю, общается с детьми. Ну, они вроде из Африки, такие африканцы на вид, но они говорят по-турецки. То есть он говорит: мама, я друзей нашел. Ну, то есть на турецком с ними болтает, ему все классно. И здесь школа, она с 6 лет, то есть у него, получается, сейчас ему 5,5, то есть на следующий год, ну, на этот год, да, на следующий учебный год он должен идти в школу, его в саду не оставят. Вот пока не знаем, конечно, пойдет в эту же вот в платную, либо в государственную. А вообще требования какие-то есть по этому поводу? Что есть? Требования какие-то, допустим, государственные, вы можете Нет. пойти только там с определенными условиями, например. Девчонки, я попрошу прощения, я вас прерву. У нас сегодня Наташа, прошу тема депрессии. Я прощения. предлагаю, Ир, тебе подписаться на Наташин канал, и вы можете пообщаться на тему ребенка. Ничего страшного, у нас просто небольшой дедлайн. У нас есть Алена, она у нас находится в Лос-Анджелесе, и там почти 11 ночи. Вот, Да, и у прошу нее есть прощения. 15 минут, и она хотела бы поделиться. Не, все супер, на самом деле очень круто, что сегодня такая оживленная беседа. Я очень благодарна Наташе, что она пришла и оживила наш эфир, вот, потому что до этого у нас такой живости не, что Алена поделилась с нами, потому что у нее тоже непростая ситуация. У нее только-только начало все налаживаться, и тут начались эти пожары. То есть я думаю, что ей тоже есть что рассказать, а потом мы можем вернуться к нашему разговору и отпустить Алену. Да, простите, пожалуйста. Ребят, привет. Извиняться не за что. У меня, может быть, плохая связь, сразу прошу прощения. Я просто из машины, и у нас уже надо убегать, чтобы успеть заселиться. Да, мне очень знакомо все, что говорила Наташа, и то, что говорила Наташа Гусева. Собственно, точно такая же история. Были эпизоды только легкой депрессии, пожалуй, такого не было прям что совсем. Но один раз был давно, правда, наверное, когда был ковид. Прям вообще непонятно, что делать. И вот прям в точности все, как вы описывали, что вообще нет сил встать. Но в целом мне всегда помогает спорт. Я, вы знаете, всегда топлю за спорт уже в каждом эфире. И особенно йога, вот просто растяжка какая-то. И если она не помогает, я прибегаю к бегу, потому что это прям стрясти себя отличный способ. Но вот это все, конечно, через «не хочу» сначала ты делаешь, потому что, нет ресурса, но ты понимаешь, что надо. Вообще супер обожаю, и во время прогулки много мыслей приходит разных философских. То есть для меня это работает. Ну и для меня, как ни странно, Наташа говорит, что вот я начала там выкарабкиваться. Это немного не так. Я, несмотря на то, что нахожусь в одном из самых дорогих городов в такой же ситуации, абсолютно как описывала Наталья, ничего не понятно. У меня вообще нет работы, я ее тут потеряла, удаленную на Россию. Местную тут не найти. Ну, то есть вот сейчас есть машина, если что, я понимаю, что я выживу. Ну, короче, мой каждый день тут выживание. И, наверное, это мне придает каких-то сил, как ни странно.
и ты не думаешь уже с точки зрения, типа, ты как бы можешь чего-то и не хотеть, но в любом случае тебе надо выживать. Ты забрался очень далеко, и тут, наверное, не получится, потому что, просто расслабиться и лежать, потому что этот город еще тебе каждый день показывает, что чуваки, которые расслабились и лежат, они выглядят, Короче, в Лос-Анджелесе много бомжей, целая проблема бездомных. И ты каждый день просто ходишь, ешь это, и такой, я так не хочу. Типа, это все очень тебя бодрит, как ни странно. С другой стороны, конечно же, ты задаешься вопросом, какого хрена вообще ты в таком странном городе, почему ты, не знаю, не в Москве. Но при всем при этом мне кажется, что вот в моем случае еще такой хорошей помощью в таком моем вот этом унынии стало освоение навыка вот вождения. И когда ты осваиваешь новый навык, у тебя реально что-то вырабатывается в мозгу, ты как будто оживаешь, потом ты садишься за руль, едешь, и это вообще просто еще другое какое-то чувство. Я до этого не водила никогда, я научилась здесь, и, в общем, вот сейчас стараюсь выезжать, ездить, как бы использовать этот навык, тренировать его. То есть я что хочу сказать как итог своей истории, что как бы сложно не было, мне кажется, вот даже в самый сложный период нужно взять и себя немножко, насилие над собой проявить. То есть это мой метод, он для меня работает. Я не знаю, для каждого ли он будет работать. Насилие в плане за себя пробежаться, не знаю, под холодный душ встать. То есть шок-терапия такая. Это, всегда для меня работает. Но хватает ли этого надолго? Нет. И вот еще я рассказывала тоже ребятам ранее, мне помог очень простой БАД, зверобой. Я его просто пью утром, и я не знаю, как это работает, как-то захватывает серотонин, типа мне бодрей. То есть мне прям бывает очень так тоже не весело и непонятно вообще, зачем я проснулась. Я выпиваю зверобой, кофе, выхожу на прогулку, смотрю все эти контрасты жизни в Лос-Анджелесе и думаю, как минимум быть свидетелем этого всего, это уже какой-то смысл. Может быть, книжку напишу. То есть я просто, как, не знаю, какой-нибудь странник, как есть книжка «В дороге» Керуака. Вот что-то такое, я не знаю. Это супер странное ощущение, но зачем-то мне это дано. Чувствую ли я, что здесь мой дом? Тоже нет. Тоже как будто, вот мы сегодня обсуждали с друзьями, ты как будто в какой-то... как бы там ты уже, в России ты уже выпал из этого контекста, и тут ты не интегрировался, и ты в таком как бы такой западне, у тебя как бы нет дома. Все, ты освобожден. Вот мое чувство, и, пожалуй, на этом я закончу. Не знаю, мне интересно было послушать мнение Володи, что вообще с этим делать. Сталкивался ли он с таким, как вот профессионал, как психолог. Можешь ли дать пару каких-то советов, послушав наши истории, Наташину историю, историю Натальи и, собственно, мою. Что ты думаешь про это? Что делать-то нам? Как поддерживать себя? Спасибо за внимание. Не слышно звука от Владимира. Я так заслушался, что микрофон отключил и все, и забыл про это. В какой-то момент завис, я подумала, может, это фотка. Не. Вообще, у меня тоже были истории с таблетками, и с феназепамами. Это транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики мне еще прописывали, это все было. Короче, что делать, с этим всем? Можно пойти в чат GPT, и почитать, что он там расскажет. Я ничего нового не расскажу. Вообще, по факту, депрессия и все состояния, которые нам типа не нравятся, они нужны, чтобы мы для психики, чтобы мы переносили ответственность на это. То есть тело сигнализирует, если там уже идет психосоматика, тело сигнализирует, что-то не так, что-то в жизни не прикольно для тела. То есть в уме может казаться, у меня все выстроено, все логично, классно, все работает, но тело не обманешь. То есть если тело сигнализирует, что что-то не прикольно, значит, надо что-то менять. И это раз. А два, все, по-моему, выразились, и у нас есть это пространство эфиров, где мы что-то рассказываем. Выражать себя – это один из методов. И, в принципе, все методы психотерапии, они работают по этому шаблону. То есть ты приходишь туда и что-то выражаешь. Но проблема того же психоанализа
который просто придуман очень давно, и поэтому это не совсем этично со стороны психолога, но я уже давно не психолог, я гипнотерапевт, хотя я уже и не гипнотерапевт, мне уже, в принципе, пофигу на это все. Это все долго, то есть вот этот психоанализ, это долго, то есть есть подсознание, такая вещь, как подсознание. И когда ты приходишь и говоришь терапевту, там, типа, у меня то-то, то-то случилось, то-то, 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 трали-вали. Это очень медленно, потому что как бы текст проходит через фильтр сознания. Есть методы, можно самому попробовать. Вот, например, как Алена к этому прибегла, да, они там бегает, выражает через тело как-то эмоции. Вот самый эффективный метод, который я нашел за все время вообще существования всех этих депрессий, всего вот этого, это максимально интенсивно выразить вот всю жесть, которая с тобой происходила за всю твою жизнь. Это раз. А два, принять ответственность за свою жизнь, перестать обвинять депрессии, перестать обвинять тревоги, перестать вообще все обвинять и начать менять свою жизнь. Как это делать? Это уже реально нужно с каждым там человеком индивидуально работать. Можно там спрашивать у ChatGPT. Вот отлично подходит коучинг, который помогает внимание сместить, вектор внимания с того, чтобы проживать вот этот ад, который многие проживают, и я тоже проживал, вектор того, чтобы создавать для себя ту реальность, где это просто не будет. Где не будет тех людей, от которых депрессивно, где не будет тех ситуаций, от которых депрессивно. Может быть, не будет той работы, где депрессивно. И вот так далее, и так далее. Вот. И еще такое хочу заметить, что таблетки – это прикольно, но они такое свойство имеют как бы закреплять уже окончательно тебя вот в этом паттерне, где тебе депрессивно, и ты там как бы и проживаешь. И многие люди так живут. И, кстати, тоже и психологи в том числе. Вот так. У меня такое мнение на эту тему. Ну вот интересно, когда наступает тот момент, когда критически, да, когда ты, то есть, как бы это так правильно, вот, например, в случае там Наташи и в моем случае в прошлом тоже был такой критический момент, когда ты вместо того, чтобы обратиться вовремя в терапию, ты такой ждешь, ждешь, а потом садишься на таблетки. Что я тоже долго была на антидепрессантах, но это было, правда, уже, слава богу, 10 лет назад. Точнее, 10 лет назад я с них как бы начала слезать, наверное. Ну, в общем, я знаю, что есть какие-то, такие типа сигналы, да, наверное, можно выявить какой-то такой момент, поймать его, чтобы не доводить себя до такого состояния. Как понять, какой сигнал можно поймать для того, чтобы сказать, окей, вот сейчас тот самый момент, когда стоит обратиться в терапию? Ну, мне кажется, что тут ловить ничего не надо. Если ты вот первое, что в голову приходит, то и есть правда. А дальше ты уже фильтруешь всю эту информацию. Сама себе вопрос задай, мне плохо или хорошо? И первое, что ты услышишь от себя, это и есть правда. А дальше у нас так психика работает слоями, что мы начинаем что-то рассказывать. И самого себя или саму себя разводить, что все нормально или ненормально, и путаться, и потом ищем, к кому бы обратиться. На самом деле вообще обращаться ни к кому не надо просто это все выразить, прожить и получить удовольствие от самой себя или от самого себя. То есть вот эта депрессия в том числе, это часть тебя. То есть это ты, твое какое-то телесное состояние, которое ты потом объясняешь, что это что-то неправильное. Типа, я вот такая неправильная. Вот ты в самом начале эфира сказала, что типа не модно, как это депрессивно. Чего мы не ржем вообще тут все? Не модно. Ну вот эта вот тема. А на самом деле это просто часть тебя, которая, какая-то. И ее нужно прожить. Вот чтобы принять слово, это прожить. То есть хороший метод, вот сейчас в голову пришел, просто побыть с собой без ничего, какой-то 4 часа, то есть время определенное, вот в этой депрессии, и принять себя вот такую. И это сработает.
не убегать от себя. Я могу сказать по себе, что когда ты находишься в таком состоянии, ты не можешь этого сделать. Ну, то есть ты сам самостоятельно не способен. То есть, когда я нахожусь по себе, да, вот когда я нахожусь в таком состоянии, вплоть до того, что я не могу уснуть без посторонних звуков. То есть я не могу даже уснуть в тишине, не то чтобы побыть с собой 24 часа и поговорить с собой. То есть это настолько тревожное и угнетающее или угнетенное состояние, что побыть с собой ты не можешь. Ну, то есть эту технику, например, я могу использовать, когда я в ресурсе, когда я в нормальном состоянии, я могу это сделать. Когда я в депрессии, я на это не способна. Ну, я о себе говорю. Связь зависает. Не, все слышно. У меня просто все зависли. Вот. Я могу, как бы, опять же, от себя добавить, да, это просто мой такой комментарий, да, как бы ответ, наверное, на какие-то твои вот мысли по этому поводу. Для меня, конечно, ну, сейчас у меня уже не бывает таких, ну, прям глубоких депрессивных эпизодов, в которых я, ну, как бы говорю себе, что все, сейчас только уже таблетки. Вот. Их не было уже, слава богу, очень давно, прям очень давно. Наверное, года 3 не было таких состояний. Вот. Но вот депрессивные такие велотекущие, вот как сейчас, бывают. Но для меня вот так как я там из терапии, как бы сейчас в терапии практически не хожу, да, я в коучинге, для меня всегда это сигнал, что надо что-то менять. То есть для меня это всегда, как в коучинге это принято, анализировать типа этимологию проблемы. Я понимаю, что окей, а как я хочу? Вот. То есть это тоже такой один из методов выхода из депрессии. Я сразу скажу, я против таблеток. Мне кажется, таблетки – это какая-то мера уже психиатрического характера, когда человек уже вообще не способен. Ну, то есть, когда это прям по медицинским показателям, это очевидно, да, что без таблеток, там, я не знаю, человек там уже совсем неадекватное поведение. Я все-таки за терапию, даже больше уже теперь как бы за коучинг, да, за то, что школупаться в себе можно реально бесконечно. Вот. Просто нужно что-то поменять. То есть есть, как ты, Володя, сказал, да, есть какой-то сигнал организма, когда вот ты себя так чувствуешь, это означает, что что-то в этой жизни не так, и твое все сигнализирует. Я просто знаю, что, например, в России там или в Украине целыми поколениями люди живут просто всю жизнь на таблетках и в скриптах. И они просто вместо того, чтобы слушать свое тело и слушать там свои какие-то, слушать себя, люди закидываются таблетками и продолжают, типа, жить по сценарию, который был прописан там бабушками, дедушками, без того, чтобы услышать, чего они хотят. Вот, потому что, опять же, по себе могу сказать, когда я жила в России, когда я жила в Москве, я работала, как мне казалось, на любимой работе, то есть я ее обожала. Я считала, что мне отпуска не нужны, вот, на которой я регулярно получала выгорание, и около 5-6 раз в год я получала глубочайшие депрессивные эпизоды. Когда я не могла выйти из дома, у меня есть тоже особенность, у меня ОКР, вот, и у меня возникали такие эпизоды, при которых я не могла, потому что на улице грязно, вот. И они возникали четко, когда у меня вот прям сейчас я уже знаю, что это сценарий типа выгорания происходит, я его не слушаю, я типа продолжаю идти по скрипту, и потом наступает момент, когда мой организм говорит: все, до свидания. И мозг мне запрещает выходить во внешний мир и что-то делать, то есть доходит до того, что я физически не могу выйти из дома. То есть я там смотрела на ручку двери и понимала, что я не могу до нее дотронуться. Вот. И самое смешное, что реально, когда я ушла из терапии, когда я перестала пить все эти таблетки и перешла в коучинг, когда я поняла, что очень, кстати, важный момент, что очень важно любить себя. Вот эта история, когда люди говорят, что там у меня нет времени, мне нужно работать, там, это про любовь к себе.
нет времени для себя, это вот, ну, это ваше отношение к себе. Вот, а как вот так вам относится и мир? Это, опять же, мое сугубо личное мнение. Вот. То есть это я вот к Ире в данный момент, да, Ир, очень важно уделять время себе, очень важно. Даже если, ну, не так, если ты испытываешь чувство вины за то, что ты уделяешь время себе, а не ребенку, ты должна понимать, что из состояния zero ты ребенку можешь дать zero. Все вот Да, эти я вот к понимаю, о чем нему. ты говоришь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но просто я все время чувствую вину, потому что у него и так нет, как бы, ну, условно говоря, отец присутствует с ним там, ну, раз в полгода максимум. И я как бы пытаюсь компенсировать ему вот отсутствие отца своим излишним вниманием, наверное, так вот, понимаешь? Естественно, я из положения zero тоже это делаю. Но как бы я искусственно создаю себе там +1 хотя бы в этой ситуации. +1 я имею в виду на самоощущению. Вот. Ну, это я просто как бы, я понимаю, что эти рассуждения все, особенно со стороны, они звучат, ну, обычно, короче, когда мне об этом говорили, например, там 3 года назад, когда, опять же, я была в точке А, я так ее называю, я тоже говорила, а вот у меня чувство вины, потому что вот так, а как я буду, мне будет нечего есть, если я не буду ходить на работу, а у меня не будет там вот этого, если я сделаю вот так. Это все сопротивление. Это все сопротивление. В таких случаях нужно сказать себе честно, ну, признаться, что это сопротивление, потому что ты можешь, на самом деле человек может абсолютно все. Наверное, вот проект, который я создала, да, вот эти перелетные гуси, это про то, что человек может все, абсолютно все, любой человек. Но прежде чем сделать все, нужно понять, чего ты хочешь, это раз. А второе, быть в ресурсе. Потому что из состояния zero ни одна ракета без топлива не полетит. Ни одна машина без бензина не поедет. И человек, не выспавшись в постоянном выгорании, не сделает ничего и никуда не дойдет и никуда не доедет. Это прям, ну, простая истина, то есть физика, просто тупо в природе у нас существуют, да, там аксиомы, это аксиома. Вот, поэтому нужно иногда, ну, в первую очередь нужно полюбить себя. И это можно сделать через терапию. То есть понять, что ты можешь дать ребенку гораздо больше, когда у тебя есть что дать. Когда у тебя нет что дать, ты просто постоянно... Ну, дети считывают язык тела, дети считывают каждое слово, произнесенное тобой, оно может быть произнесено в интонации или подобрано в состоянии ресурса или состояние ноль. Вот. Это вот два разных состояния, которые дети бессознательно, пока они еще не так загружены скриптами, как взрослый человек, да, и собственными какими-то там эгрегорами, дети считывают их сильнее и лучше. То есть, например, у тревожной мамы там даже ребенок будет более, там, младенец будет более тревожный, чем у матери, у которой там типа все ок, скорее всего. Потому что младенец будет считывать ее язык тела, как сильно она его там к себе прижимает, как она его там, как она с ним разговаривает, интонацию, с которой она с ним разговаривает. И дети, ну, чем старше ребенок становится и чем старше человек, тем больше вокруг него призма, и тем как бы он все понимает уже через призму. А пока ребенок маленький, он считывает это как, ну, так грубо я скажу, как животные, да, вот как бы какими-то... Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, о чем ты Вот. говоришь, понимаю, что мне нужно делать. Просто я сейчас, опять же таки, в этот момент нахожусь на некотором перепутье. То есть сейчас неожиданным для меня было то, что после... Я типа говорила, да, о том, что я не могла дозвониться до ребенка, пока он был у отца. И отец, вернув ребенка обратно, он начал говорить о том, что нужно срочно что-то менять, в смысле покупать квартиру в Москве, например, да, но как бы я не вижу выхода в этой ситуации, как бы переехав в Москву. То есть ничего не поменяется, мы остаемся там же в России, и это для меня будет все время давить на меня лично, на разговоры в школе у ребенка.
да, я почему и присоединилась к вам, потому что я считаю необходимым несколько другой шаг сделать. Не переехать из одного города в другой, а именно вот как бы в другую сторону шагнуть. Я опять же таки, не могу сказать, что я прям готова к этому, но я вот пытаюсь какие-то маленькие шажки делать для того, чтобы настроить себя, что ли, на это. Пока больше не могу ничего сказать, потому что там внутри очень много всего. Настроить ты имеешь в виду на иммиграцию за границу? Да. Ну, это большой, серьезный, классный шаг. Да, я не вижу как бы вот судьбу ребенка здесь, потому что я не думаю, что здесь что-то будет в ближайшее время улучшаться. Это очень негативно меня действует, соответственно. Я с тобой совершенно согласна. Я тоже не думаю, что что-то будет сильно улучшаться. Но это серьезный шаг. Но я могу сказать, что если хорошо подготовиться и если на это решиться, результат всегда стоит того. То есть даже люди, которые сталкивались... Вот Аленка, она ушла сегодня уже. Она все время там говорит, что Америка, Лос-Анджелес очень дорого, бомжи там, тра-та-та, очень много негативных всяких аспектов. Но когда ты через 2 недели выйдет интервью с ней, но когда я у нее спросила, стоило ли оно того, она сказала однозначно да. То есть люди, это как те самые люди за границей, вот ты сталкиваешься иногда, ситуация в Германии, встретились с чуваком, он говорит, я уже 30 лет в Германии живу, в 90-е, ты переехал там, все 20. Вот. Такой, Германия полное говно. Тут вообще, вот Германия не та, что прежде. Тут вообще делать нечего. Тут полная фигня. Мы это сидели, слушали. И я понимаю, что, наверное, с его позиции, да, человек, который 25 лет там прожил, может быть, там 10 лет назад было как-то иначе. Но если его поместить в ситуацию, да, то есть вот он недоволен, да, то есть человек всегда там условно недоволен. Но когда ты ему говоришь, окей, а вот если ты сейчас вернешься в Украину обратно, и тебе предложат поехать в Германию, поедешь снова? Он такой, да. То есть ты понимаешь, что да, это большие риски, это очень тяжело, но оно того всегда стоит. Вот. Ну и, собственно, если у тебя реально есть такие мысли, такая задача, да, перед тобой, то мы можем с тобой реально пообщаться на эту тему уже не в эфире, а тет-а-тет, можем созвониться, и, в принципе, я могу подсказать, какие шаги сделать, предпринять и как страну, вот, собственно. На самом-то деле, вдруг я не справлюсь, понимаешь, вот все время вот этот вопрос у меня в голове, если я не справлюсь, вот как бы вот что мне там, я же не одна еду. Один разговор был бы, если бы я одна ехала, понимаешь, а так как я еду не одна, а с ребенком, тут другой уровень ответственности как бы складывается, да, на меня. Это уже будет как сеанс сейчас, да, просто вот если я не справлюсь, то что будет, вопрос надо себе задать, то что будет? Вот ты не справилась. Как выглядит то, что ты не справилась, и что? Я не могу себе ответить на этот вопрос. Вот. Ну, в общем, это правда. Мы можем с тобой созвониться, да, чтобы не затягивать эфир, потому что у нас тема сегодня депрессия. Вот, если ты хочешь, я могу тебе помочь с этим. Это, собственно, как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Людям, которые планируют, и у них хотел бы переехать, и у них много вопросов, каких-то сопротивлений внутренних. И вот я с этим как раз работаю. Мы с тобой можем встретиться отдельно и пообщаться. Хочу. Вот. Классно. Вот, Володь, твое финальное слово. Я думаю, что мы сегодня на самом деле очень много всего обсудили, и инструменты какие-то рассказали, и какой-то наш взгляд, подход рассказали. Ну, могу сказать, что... Было бы классно, если бы ты это как-то прокомментировал. Может быть... Да, могу сказать, что меняйте жизнь, короче. Если депрессия или тревога, или чего там, разные вот эти состояния, меняйте жизнь. То есть это у вас стимулы, у вас что-то. Вот если по голове стучать каждый раз, больно,
как бы нужно сделать так, чтобы по голове не били. Шариком. Чем угодно. Вот точно так же и со всеми этими состояниями. То есть, во-первых, первое, да, ты вообще существуешь, ты живешь, это очень круто само по себе, это, блин, магия, что ты вообще есть. Это раз. Два, если тебе не нравится, как ты есть, то ты можешь всегда это поменять. Для этого можно просто настрадаться, вот прожить уже эту депрессию, попроживать ее сколько нравится, сколько можно, год, 20 лет, 30 лет, сколько угодно. Прожить, и когда вот уже настрадалась или настрадался, поменять наконец-таки вот те условия, из-за которых у тебя депрессия. А третье, я все хотел сказать, что офигенный инструмент на самом деле заводить какой-то блог и что-то рассказывать туда. То есть это очень помогает само по себе. Так работает терапия. Вот. Я все сказал. Можно, да, Круто, ставить 5 копеек? да, конечно, конечно. Я просто еще хотела ставить 5 копеек в предыдущие темы. Я вот не рассказала, что когда я переехала уже сюда, в Турцию, и, ну, как бы не только из-за тревожного расстройства, как выяснилось, но и как бы из-за травмы, я стала заниматься цигуном. То есть я прошла несколько обучений цигун, вот осенью уже прошлого года завершила 2-ю ступень. Это, я не знаю, кто-то или нет, это китайская практика, то есть она используется даже в медицине у них. То есть это как и работа, вот такие микродвижения, работа с позвоночником, есть отдельные комплексы, и вот как раз на восстановление нервной системы. Вот, кстати, депрессию, в принципе, теории тоже лечат. Вот, но когда я начинала как раз 2-ю ступень, я еще не пила антидепрессанты, и я не могла делать вообще. Но это вот как бы тоже там есть и медитативные практики, и на дыхание, то есть, ну, они разные, там комплекс. Это было вот прям реально насилие над собой. Я вот тогда стала пить антидепрессанты, и я предупредила преподавателя, что я них, она говорит, хорошо, ну, говорит, пробуй делать, вот что можешь. И я вот помню, это очень тяжело было, но я вот чувствую свое тело. То есть вот даже до сих пор у меня мозг стал быстрее понимать, что, например, ты нервничаешь, ну, типа, ты там зажалась. То есть если раньше, например, там, я вот сижу, да, разговариваю с человеком, я вот такая, зажалась, и я не замечаю. Долго-долго, то есть потом, естественно, будет болеть. А сейчас у меня мозг, он быстрее, то есть он почти сразу такой, опа, смотри, Наташ, ты зажалась, давай, расслабляйся. То есть это, ну, как бы чувствование своего тела, оно идет быстрее. Плюс еще вот по поводу депрессии, я понимаю, что таблетки плохо, я понимаю ваше... Да. Я, наоборот, если честно, сейчас топлю за то, что если человек, вот прям человек чувствует, что плохо, не обязательно медицинские прям показания, но вот прям вообще плохо, и нет сил ни на что, а нужно жить, то есть нужно не выживать даже, а просто жить. И чтобы не было вот этого вечного желания выйти в окно. Вот. То, что оно мне реально, ну, бывало. И здесь, я думаю, есть, ну, я, например, за то, чтобы подключать медикаментозную терапию, но под присмотром врача. Вот. Абсолютно точно. И уже делать шаги. Вот, например, опять же, я уверена, что не начав как бы вот такое лечение, я вряд ли создала бы блог, я вряд ли создала бы вокруг себя вот, ну, людей, да, нашла, по крайней мере, даже людей. То есть я могла бы не выйти в мир. Хотя, ну, да, у меня была терапия, там, может, даже я пошла бы в КПТ, что, в принципе, кстати, КПТ как раз оно, типа, ну, рекомендуется людям с депрессией, типа, оно помогает. Вот, но я была в этом методе, ну, оно вот не работало. Это еще давно, вот, урок даже. И здесь все равно нужно искать, ну, как бы свой вариант. То есть я чувствую себя ок, и я могу уже сделать какие-то действия. То есть я тогда даже, например, не хотела гулять, ничего не хотела. Сейчас вот я вместе с сыном езжу плавать. То есть у меня плавание, да, я бегать нельзя, вот, то есть я занимаюсь каким-то другим спортом. Но на самом деле, кстати, здесь даже тяжело вот иногда найти какой-то спорт. Кто-то говорит?
Я, наверное, в кафе, у меня тут шумно. Поняла. Просто у меня подвисает из-за того, что у нас интернет мобильный. Да, Да, у меня его тоже. отключили. Я хотела тебе сказать, ты знаешь, я когда пошла в терапию, я тоже пошла в терапию состояние, но потом нашла в себе силу начать терапию. Причем, да, я начала терапию, я не помню, я тебе рассказывала, ну и вообще, да, я могу, в общем-то, да, проговорить это. Я пошла в терапию, потому что препараты, которые я принимала, стали по рецепту врача, и я искала себе психиатра через знакомых. И в итоге мне посоветовали, порекомендовали девочку-психиатра, которая сказала, я из психиатра стала терапевтом. Если хочешь, я помогу тебе. Вот, то есть я сначала начала принимать препараты, а потом, вытащив себя из тяжелого состояния, потом я начала ходить на терапию, и где-то через год, наверное, я смогла отказаться от регулярного приема препаратов. У меня потом тоже были какие-то эпизоды попыток вернуться на таблетки, но после 2 лет терапии я уже не вернулась. Вот. Понимаю тебя. У меня, кстати, вот я когда уже стала принимать таблетки, у меня очень много оказалось вокруг меня знакомых, коллег, там даже родители, у подруги у одной, вот мама тоже там уже в возрасте, тоже с антидепрессантами сейчас. И многие принимают их, но не идут в терапию или говорят, мне что-то не очень помогают вот эти таблетки. Вот я с коллегой общалась, я говорю, иди сходи к психологу. Я говорю, ну сходи, пообщайся и предлагают мне первую консультацию бесплатно. У меня вот как раз в канале есть подборка, там даже есть вот этот сервис, который предлагает такую консультацию. Можно даже послушать, вот, кстати, по поводу вариантов терапии и по поводу каких-то техник, много подкастов, я вот их тоже в канале указывала. Есть такой подкаст, господи, «Взрослые томы», по-моему, называется. Вчера вот слушала эпизод. То есть, в принципе, если ты находишься не в терапии, там как бы в подкасте психолог, общается с клиентом, да, со своим, и дает конкретные рекомендации. Ну, там как раз вот именно в плане общения с детьми. То есть, как быть, да, какие техники могут помочь, чтобы, например, не орать на ребенка, да, там, не проявлять какую-то агрессию и так далее. Вот. Это тоже, на самом деле, все помогает. Я вот уже из состояния вот такого, на таблетках я могу это слушать. Это реально поддерживает. И да, еще, кстати, момент по поводу работы. Я же ушла с руководящей позиции как раз перед тем, как уже принимать антидепрессанты. Я вот с сентября как бы сдала полномочия, перешла немножко в другую должность, и я поняла, что пока я не готова, например, идти и там, быть тем же тем лидом, то есть вот координировать все вот это вот менеджерскую такой, да, отвечать за других людей, вот, наверное, так скажу. То есть я, например, поняла, что я не готова. И это тоже изменение. И, наверное, я вот соглашусь как раз с тем, что говорили, что депрессия – это возможность менять жизнь. Действительно так. Просто у кого-то есть силы, чтобы это делать, да, у кого-то нет. Если нет, то можно помочь разными техниками. Вот. И тут еще очень много знаков человека. Например, есть люди там с биполярным расстройством, есть люди, которые вот в постоянной тревоге, как я, оказывается, жили, да, или живут. Вот. У меня было много депрессивных эпизодов, но я из них как-то выходила, всю жизнь как-то выходила. Сейчас уже не смогла сама выйти. И это нормально. Главное понимать, что это все нормально. Вот, потому что очень многие говорят, а вы ленитесь. Да, вы там Да. все хорошо на самом деле у вас, что вы там сидите на солнышке, вот мы там по грязи все еще ходим. И вот такое, да. И, кстати, да, вот еще А кто по заставляет поводу... ходить по грязи? Вот у меня, когда мне такое говорят, у меня вопрос. Я понять не могу, кто
кто тебя держит, кто тебя привязал к батарее и не пускает. Ну, кто? Скрип, Вот. ты же знаешь этот вопрос. Вот. Да. Я предлагаю потихоньку закругляться, потому что уже время. Наташ, еще раз спасибо тебе огромное. Да. У меня есть мысль по поводу, полезная для тех, кто будет это смотреть, да. по поводу таблеток и по поводу того, что менять жизнь. Вот это офигенно, на самом деле. То есть, да, если полная жопа, полная хрень, то тогда таблетки. И вот таблетки как раз, особенно транквилизаторы, антидепрессанты – это одно дело. Транквилизаторы, если едите, то вот с ними меняете жизнь. То есть прям обязательно. То есть если принимаете таблетки, это нужно понимать, что обязательно меняйте жизнь, иначе вы просто глубже в это все упадете, и потом еще будет откат после таблеток, и будет неприкольно. А вот если их применять так, чтобы налаживать свою жизнь, то есть прописать, что ты вообще хочешь, как ты жить-то хочешь вообще, и туда идти на таблетках. Классно. А можно вопрос? Фенибут считается транквилизатором или кем считается? Ну, я не знаю насчет, как вот тут есть у нас медики, кстати, в чате. Может, они скажут. Но я вот по своему опыту, ну да, он типа, я ел фенибут, он типа как транквилизатор работает. Но... Фенибут да, это нейролептик. Ну вот я про это и спрашиваю. Он считается транквилизатором или нет? Вот. Суть, как он работает. Вот врач пишет, любой принимать сочетание с психотерапией. Да, то есть с психотерапией, с дневниками самопрограммирования, со своей головой, неважно, просто используйте это как инструмент, а не как затычку пустоты своей. Вот. Это для зрителей просто, если это будут смотреть, ну, потому что мне бы это, то, что я сейчас сказал, если бы я это услышал тогда, когда я ел таблетки, мне бы это сэкономило очень много лет жизни. Вот пишут, фенибут также не затычка. Вот. Ну, я предлагаю закругляться. Я надеюсь, что мы дали какую-то ценную информацию людям. Я надеюсь, что тот, кто послушает, посмотрит, услышит или увидит себя в этом, придет к нам в группу, задаст вопрос, или если нуждается в помощи, напишет нам и скажет, что вот я вот в таком состоянии, мы можем подсказать, куда обратиться, и можем провести диагностику, да, постараться помочь, да, то есть или помочь вам. Это касается не только людей в эмиграции, да, это касается всех, кто наткнулся на наш подкаст. С удовольствием окажем помощь, которую мы сможем оказать. И ребят, на самом деле начинается с любви к себе. Абсолютно все. Как только ты понимаешь и любишь себя, не разрешаешь себе, не разрешаешь тоже такое, не позволяешь себе просто падать вот в это депрессивное глубокое состояние, да, вот сейчас я понимаю, что я упустила тот момент, когда ресурс начал заканчиваться, и я вместо того, чтобы себя как-то поддержать, полюбить себя, вот, разрешила себе немножечко пасть глубже, и вот поэтому сейчас тоже у меня вот это вот с утра, там, я не хочу вставать, еще что-то. Но у меня есть, вот как Вова говорит, круто открывать соцсети, у меня есть этот проект, который мне каждый день дает повод просыпаться, встречаться с людьми онлайн и офлайн, и общаться с людьми, и развивать его посильным образом. Если есть возможность, открывайте свои блоги. Вы можете даже создать просто группу, свой канал, в котором только вы видите дневник. А у нас, кстати, есть одна подписчица, я ее приглашала, она не захотела прийти. Она создала канал, в котором 4 человека. Вот нас там 4, включая меня. И она ведет, он закрытый, туда как бы не попасть. Вот. И она пишет вот все свои мысли там и все свои наблюдения. У нее такие путевые заметки. Она написала нам для нас статью небольшую. Я ее опубликую после эфира. Мы с ней договорились. У нее синдром СДВГ, который она диагностировала, когда была в эмиграции. То есть пока она жила дома, она думала, что у нее депрессии, просто какие-то странные состояния,
что просто что-то не так, потом выяснилось. Ну, это как бы такая нетипичная история, вот, и она как бы делится в этой статье советами о том, как в случае, да, с СДВГ, как вести себя, как это понять, какие бывают там препараты, в общем, как понять, да, хороший ли с тобой. Вот, я ее опубликую обязательно и оставлю ссылку на нее, ей всегда можно задать вопрос, да, если что-то откликнется в этой статье, с ней можно пообщаться, и она с удовольствием ответит на вопросы, как она это поняла, на каких, ну, какие она использует препараты. Вот, она прям, как она говорит, что ну, в ее случае было без препаратов невозможно. То есть это прям какая-то, ну, серьезное такое отклонение. Вот. А в целом обязательно терапия. Я понимаю, что я знаю это состояние, когда от таблеток становится легче, и ты такой, ну все, типа, это решение проблемы, это не решение проблемы. Вот. Нужно продолжать. И в итоге нужно научиться слушать себя, потому что нас с детства учат не слушать себя. Вот. Любите слушать себя. Если есть, ребят, что добавить, то с удовольствием добавляйте. Пожелания, может, какие-то. Если нет, то закругляемся. Я Ну, просто хотела сказать, Себя, своих детей. мне кажется, Связь наша речь наложилась с Натальей Натальей М. Я сказала просто спасибо, и, видимо, что-то тоже параллельно говорила, поэтому повторите, пожалуйста. Продолжение Наташиной фразы «Учитесь слушать себя и учитесь слушать себя, своих детей». Потому что это навык, чтобы они в будущем тоже могли им воспользоваться. Да, да. тоже добавлю пару слов от себя. Мы тут все инструменты оговорили, но такая прям тема у меня у самого резонирует. Я рекламироваться не очень мне прикольно. Мне кажется, у нас пространство такое вот, чтобы просто вот быть и получать удовольствие от просто происходящего. Но если ты смотришь, вот у тебя настолько все плохо, на такая депрессия, что везде походил, все свечки поставил, не знаю, там в йоге посидел, таблетки выпил, психотерапевтом походил, все сделал, и ничего не помогает, можешь обратиться, вот Наталья поделится контактом, если поделится, я могу тебе помочь с гарантией за 8 сеансов. Если не помогу, то верну деньги за терапию. Наташ, включи звук. Как минимум можно сходить на диагностику, чтобы тебе сказали алгоритм решения проблемы, да, ты можешь решать ее долго, можешь решить за 8 сеансов. Я сама пробовала методику гипноз, и это на самом деле очень рабочая история. Вот, все, я всех обнимаю, у меня уже садится ноутбук, у нас нет света сегодня, Наташа подтвердит. Мой ноутбук сказал «до свидули», гюрюширус. Спасибо всем, кто послушал нас сегодня. Я думаю, что подкаст получился такой сегодня полезный. Обязательно все будет выложено в записи, ссылку пришлем в канал. Володь, попрошу тебя написать какой-нибудь, может быть, текст, подытожить, да, вот инструменты, которые мы перечислили, которые ты считаешь эффективными, перечислить, может, прописать для тех, кто не пришел сегодня, и у кого нет времени целый час слушать наш подкаст, может быть, какой-то такой итоговый. Попробуем сегодня-завтра написать, я от себя напишу, ты от себя напишешь, да, как от психолога, вот, чтобы эта информация у нас зафиксировалась и была в нескольких форматах. Хорошо. Вот. Может, Всем спасибо огромное, Наталья, Наташа. гостья наша, тоже поделится. В чате можно Да, мы делиться. обязательно поделимся у нас в канале ее контактами, ее ссылкой на ее телеграм-канал, который, напомню, называется «У меня депрессия, потому что нет котика». Я сейчас живу с 2 котиками. Хочу сказать, что они помогают. Вот. Так что тут всех обнимаю. Пока. Пока-пока.